Всем привет! И сегодня мы будем готовить самую вкусную зебру, которую я вообще когда-либо пробовала. Этот рецепт я взяла из маминой старой книги рецептов. Нам понадобится 6 яиц, 2 стакана муки, это где-то 350 грамм. По рецепту 2 стакана сахара, у меня 1 стакан сахара, потому что мы не любим очень сильно сладкие. У меня коричневый органический сахар, можно брать любой сахар. 200 грамм сливочного масла, 200 грамм сметаны. Сметана у меня такая густая, она бывает жиже. Если у вас пожиже, то чуть-чуть больше муки. И какао обычно зависит тоже от самого какао. Это мы будем смотреть на консистенцию, на цвет. Примерно где-то 1-2 столовые ложки какао нам понадобится. Это для пирога. И также нам понадобится разрыхлитель. Ну вот, все, приступим к готовке. Для начала мы растопим масло. Вот я его отправляю в сотейник на маленький огонь. Пока масло растапливается, займемся остальными ингредиентами. Нам нужно отделить белки от желтков. Хорошо. Яйца должны быть комнатной температуры. Хорошо, отделяем. Масло не должно быть горячим, поэтому как только половина масла растопилась, я ее сразу выключаю огонь и перекладываю, чтобы остальная половина уже просто в теплом этом растопилась. В теплом растопленном масле, которое уже растопилось, оно будет растапливаться. Хорошо, приступаем. Нам нужно взбить белки до хорошей такой густой пены на самой высокой скорости миксера. До такого густого состояния мы взбили белки и начинаем потихоньку всыпать сахар. Ну вот, мы взбили белки с сахаром, вот прям до таких густых пиков. И оставила, видите, половину сахара, ну, чуть меньше половины, чтобы взбить с желтками. Хорошо. Также взбиваем желтки. Как только они загустели немножко, я начинаю потихоньку всыпать сахар. Еще немного взбиваю, чтобы была пена такая. Я помню, раньше мы все это взбивали ручную, таким ручным миксером. И процесс приготовления занимал очень много времени. Вот так у нас получается. И теперь нам надо соединить белки с желтками. Аккуратно вмешиваем. Такая густая масса получилась. И сюда теперь я буду добавлять сметану. Она у меня тоже комнатной температуры. И растопленное сливочное масло. И все это хорошо вымешиваю. Тоже аккуратно. Ну вот, все хорошо перемешала.
И потихоньку буду всыпать муку. Где-то половина ложки разрыхлителя. Досыпаю сверху муку. Муку смотрите по консистенции теста. Можно чуть-чуть меньше, а можно чуть-чуть больше. У меня тесто достаточно густое, потому что сметана тоже была достаточно густая. Добавляю муку. И всю муку я сейчас добавлять не буду. Разрыхлитель я немного перемешаю, чтобы он попал весь. Аккуратно вмешиваем муку в тесто. По консистенции тесто должно получиться вот таким вот, как густая сметана. Теперь мы делим на две части. У меня даже немного густоватое тесто получилось, поэтому делайте чуть-чуть жиже. В одну часть теста я добавляю где-то 1,5 столовой ложки какао. Перемешиваю. Все перемешала. Все, в принципе, наше тесто готово. Сейчас будем перекладывать все в форму. Перед тем, как переложить тесто в форму, включу духовку, чтобы она прогревалась. Приступаем к сборке. В середину выкладываю столовую ложку светлого теста и столовую ложку темного теста. Тесто получилось немного густоватое. Будет, если жиже, то оно будет более мягким. У меня будет более упругим. А еще, если у вас будет белый сахар, то тесто будет еще светлее и рисунок будет лучше виден. Ну вот, все перелили. Сделаем рисунок, хотя я все равно его потом залью шоколадной глазурью, которую мы сделаем сами. Все, выравниваем и отправляем в духовку на 170-180 градусов, где-то минут 40-45. Наша зебра готова. Мы проверяем ее в середину деревянной палочкой. Если деревянная палочка сухая, значит пирог уже пропекся. Пока мы его оставляем остывать, приготовим с вами вкуснейшую глазурь. Убираем. Для глазури нам понадобится 50 грамм сливочного масла, 50 грамм молока и 50 грамм сахара. Для начала вливаем молоко уже в разогретую сковороду. Туда же отправляю сахар и перемешиваю. Глазурь готовится быстро, и она очень вкусная. Все уже закипело, и мы отправляем сюда сливочное масло. Растапливаем сливочное масло и ставим маленький-маленький огонь. Все. Растапливаем. Последний кусочек масла. Как только масло растопилось, добавляю какао. Какао добавляю постепенно, смотрю на консистенцию нашей глазури. Я добавила 2 столовые ложки. И теперь нужно прям ее хорошо размазывать какао, чтобы все комочки они хорошо размешались. Если хотите, чтобы глазурь была пожиже или наоборот погуще, регулируйте количество молока. Меня устраивает эта консистенция, я больше не буду добавлять какао. Чтобы не было комочков, надо хорошо все размешать. На этом этапе я уже выключаю газ. Глазурь застывает достаточно быстро, поэтому с газа я ее не снимаю, чтобы она не застыла, пока я не переложу пирог в форму. Переложу пирог на тарелку.
Вытащу его из формы. Он легко отходит. И поливаю пирог глазурью. Сковороду мыть не спешим. Обычно дети соскребают всю глазурь, съедают ее, говорят, что она похожа на горький шоколад. Посыпаю пирог миндальными лепестками. Можно ничем не посыпать, украсить ягодами или кокосовой стружкой. У меня просто есть миндальные лепестки, я хочу их использовать. Даем пирогу настояться до такого... Вообще лучше, конечно, чтобы он совсем прям хорошо остыл, и потом уже только пробовать. Убираем. Разрезаем. Вот такой красивый пирог получается. Он достаточно хорошо поднялся, несмотря на то, что тесто было немного густоватое для меня. Ну, мне показалось, потому что обычно тесто я делаю жиже. Хорошо, и пробуем первый кусочек. Он получается в меру сладкий, потому что я не добавляю по рецепту полную граммовку сахара. И такой нежный очень, и влажный, и просто не описать словами, просто готовьте и пробуйте. Это очень вкусно. Всем спасибо, пока-пока.